Всем привет, всем здрасте, дорогие друзья, с вами Кисель, и видосик должен быть хорошенький, потому что я только закончил писать все остальное, что в нем было, и сейчас вступление. В общем, касательно лора, касательно таргов, касательно людей, касательно экспериментов над людьми, таргами, торговецкими кораблями, ну и так далее. Много чего тут будет у вас во время просмотра, надеюсь, вам понравится. Ну что ж, друзья, с вас, как всегда, лайк, подписочка, колокольчик, а с меня контент. Поехали! Ну, все начинается, можно сказать, с этого места. Это у нас, друзья, система Колония. Как вы знаете, пятая планета и ее спутник 5ЕА. И на нем будет, собственно, сигнал. Данный сигнал называется Хайфорд Кэш. Пойдемте-ка посмотрим. Он всплывал в одном из видео, но все же давайте-ка пробежимся еще разок. В общем, вот туда на местечко, разбитый тайп, все дела. И, ребята, если сюда будете лететь, то с посадочкой тут довольно сложно. У меня корабль в километре стоял. Проводим сканирование. Но я это уже просканировал. Уходим из режима турели, запускаем это дело и читаем. Так, вот база данных. Таймер вышел, перезагрузка, проверка питания ОК, диагностика ОК, проверка системы ОК с возвращением, командир. У вас есть одно непрочитанное сообщение. Не знаю, что останется к тому времени, когда вы это получите. Надо было как-то не допустить перехват сообщения, но прошу, летите в систему HIP 26176 и найдите тот комплекс ради всех, кого перевезла туда такая мразь, как я. Кто-то должен о них помнить и убедиться, что больше такого не повторится. И вот система HIP 26176 и координаты. Ну, давайте то слетаем, только я сяду на свой аккаунт. И тут, друзья, начинаются приколюхи. Я уже на своем основном аккаунте. И здесь, когда вы зайдете в карту галактики и напишите тот злополучный хип, который вот у вас там был, вас отправит не туда, куда надо. Здесь, друзья, требуется разрешение. А те координаты, это были координаты, так сказать, того места, в куда нам нужно слетать. То есть вообще вот сюда. Интересно. О, заправились. Летим дальше. И да, ребята, касательно этого фокуса, то, что показывает одно, нужно лететь в другое место, хип у каждой системы свой имеется. Так что как-то так. Ну так, по крайней мере, мне объяснил Фурис. Фурис, если ты это смотришь, спасибо за помощь. Помог, выручил. То есть вот даже у Шинрарта имеется свой хип 59296. То есть сейчас, если я напишу, скажем, хип 59296, мне покажет Шинрарту. Разобрались. Я долго разбирался. И да, друзья, у вас может быть проблема с построением маршрута до вот этой вот системы. Сейчас я объясню, какая. Тут такое дело. Тут много закрытых систем в этом месте, и чтобы, так сказать, попасть туда, вот, допустим, есть система Шенви, она же так называется. Секундочку. Чё она не выбирается теперь? Да, Шенви, вот, тут есть инженер, и из этого места уже спокойно прокладывается маршрут без каких-либо проблем. Если вы будете прокладывать маршрут туда, ну, из пузыря, у вас он, скорее всего, не проложится. Ну, можно еще и на флотоносце. Тут еще, кстати, довольно обширная такая линия звезд. В общем, ладно, летим. Летим. По прилету в эту систему, естественно, вы можете ее полностью просканировать через FSS, ну, или просто пройти сканером-детектором. Вот сканером-детектором пройтись придется, потому что не будет отображения. И здесь, друзья, в этой системе будет такая вот штучка. Называется Beacon, то есть маяк. Летим туда. Да, у меня стоит помощник в гиперкрейсерском режиме, я его не снял еще с того видео. В общем, вот наш Beacon. Давайте смотреть пост перехвата. Сейчас посмотрим, что у нас будет после сканирования. Может, что-то новенькое да появится. И еще на всякий случай я подготовлю сканер канала данных. Хотя не пригодилось, уже пришло сообщение. Это хорошо, это интересно, но все-таки я бы прошелся бы сканером канала данных на всякий случай. Мало ли что как. И да, он работает с очень маленького расстояния. Можно. Что это он не хочет? Давайте-ка еще ближе.
Не, это не нужно. Давайте смотреть сообщения. Сведения о сигналах с поста перехвата. Сообщение. Повреждено расшифровка 0123 собака 5. Вопросик 789. Отправь спасательную шлюпку. Тебя будет ждать корабль Лет Джол 9 Сештер 10. Если во что веришь, молись. 238 собака. Вопрос. Конец сообщения. Что значит эти цифры в начале? Да и вот тут места различные есть. Как же я не заметил это сразу? Ребята, у нас есть подсказки, и мы можем расшифровать это сообщение. Смотрите. Сообщение подтверждено, расшифровка, многоточие, 0123, собака. То есть собака это у нас 4, запомнили. Потом 5, вопрос. Вопрос тут у нас, значит, шестерка. 789, окей. Отправь спасательную шлюпку. То есть там у нас буква К. Хорошо. Потом еще раз буква К, то есть к такому-то, такому-то. И тебя будет ждать корабль. Опять-таки буква К. Дальше. Если во что веришь, молись. То есть это у нас буква И. И получается у нас лети к Джол, 69-й сектор, J6, ой, J-I-I 10-4. Ну, по идее, так. Надеюсь. Только прикол то, что в английском языке у нас K и C, ну то есть K, K, это C. Блин, ну по идее должно сойтись. Интересненько, интересненько, нравится мне. Получается кое-что довольно интересное, друзья. Смотрите, это у нас 8-я планета. Точнее, 8-й спутник 5-й планеты. И тут у нас есть Уакен Point в точно той же самой системе. Вот, пожалуйста, А5И. И вот здесь вот имеется это дело. Интересно. Чтобы вам показать, где это находится. Ну, мало ли. То есть вот наша система. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Нам сюда. Подробный сканер поверхности пришлось задействовать. Давайте смотреть. Что же у нас там? Я не знаю, видно ли вам, но ее видно уже из космоса. Это странно довольно, учитывая такое большое расстояние. Но я вижу свет там, маленькую точечку. Это реально странный момент. Там либо что-то очень большое, либо я фиг его знает. В общем, летим смотреть. Надеюсь, вам видно. Сейчас, а с третьего лица? Да, с третьего лица тоже видно, смотрите. Там что-то вроде маяка, походу. Ну, у инженеров есть такая штука, грубо говоря. Там гигантская башня, и на ней маяк, который светит. Да, светит. Нет, странно, нет тут такой большой башни, которая светит, но ладно, фиг с ним. Давайте-ка где-нибудь приземлимся. Я так понимаю, здесь нам нужно искать что-то вроде журналов или что-нибудь такое, как вот было с шахтерами. Ну, поселение шахтеров и так далее. Можно, конечно, пешком побегать. Можно на ТРП, но у меня то и то, в принципе, есть. Да, я понизил графику на низкие, ребята, извините. Одиссея, еще раз Одиссея. Тут есть хорошее место, надеюсь, я смогу сесть. Да, я могу сесть, отлично. Слушайте, она такая большая. Ну да ладно, давайте смотреть. Да неужели это тоже разбитый Type 9? Я его с корабля даже не заметил. Похоже, реально. Ну, я, по крайней мере, узнаю эти черты. Черти. Да, это Type 9. Но это товар, это емкость. Пиво, неплохо. Так, а тут можно что-нибудь просканировать? Блин, ребятушки. Офигенно, слушай. А есть что-нибудь интересное? Так, я слышу какой-то звук. Но я нифига не вижу. Там вроде был маяк, который маячил красненьким. Но здесь такого не наблюдается. Ё-моё, там еще разбитые корабли, что ли? Сколько же вас здесь? Очень интересно. Очень интересно. Давайте-ка посмотрим. Блин, застрял. Ладно, оставим это за кадром, как я буду отсюда выбираться.
Кстати, у еще одного Тайпа 9 я нашел какое-то ядро данных корабля. Что это вообще такое? Интересно, можно ли это просканировать? Да ну. Да ну. Журнал Уакен Point. Сообщение повреждено. Ну, зараза. Ну, тут прям кладбище кораблей, потому что вон Type 9 разбитый, вон Eagle разбитый, вон сама база. И там еще есть корабли дальше. Сейчас я вам продемонстрирую, и мы поедем туда. То есть вон еще, видите, ошметки разбросаны. Прям так тут. Нормальненько так. Это, конечно, юмор, но все же, как бы тут разбросано, как вы видите, это у нас что? Это у нас рыбка тут, да? Тут еще у нас и пиво опять-таки. Рыбка и пиво, да. Чё-то как-то это, как-то то, ну вы поняли. Ладно, давайте дальше искать. Да, подключение к журналу связи. Тут есть журналы, будет что почитать. Давайте-ка посмотреть, что у нас тут. Сканируем. Интересно, сколько их будет в общей сумме. Найдены журналы. 3 из 5. Понятно. Значит, их здесь будет 5. И вон там я вижу. И еще один третий был левее. Ага, это второй. И где-то... И вот тут еще там, с той стороны. Это, наверное, будет первый. Да, первый, второй, третий. Осталось 2. Сейчас на поиски, пацаны. И девчата. Как вы можете обратить внимание, по времени проехал я не так уж и много. В общем, тут все рядом. Вот еще один. Это, наверное, будет 4. Да, 4. И 5 был где-то в этой стороне. А, вот он и есть, собственно, и сканируем его. Да. 1, 2, 3, 4, 5, все есть. Я еще пока по базе покатаюсь, и потом зачитаем, ребят, что у нас там происходит. Может, тут пролезть можно, потому что вот, смотрите, тут что-то вроде вышки. Можно попробовать залезть сюда, в принципе, мы же на ногах. Давайте-ка попробуем. Надеюсь, ты быстро выйдешь. Там и лестница. Сможет ли он по лестнице забираться или джетпаком придется пользоваться? Конечно, у меня Мэверик. Мэверик не прыгает так высоко, как Артемис мой. Ну-ка, лестница осилишь? Не осилит. Ой, ладно, сейчас я все это буду исследовать и возьму Артемис. В общем, побегал, попрыгал я здесь, покатался на ТРП. Ничего больше интересного тут нет, поэтому давайте-ка перейдем к журнальчикам. Итак, первый журнал. Журнал Уакен Point. Проект Серов. Запись журнала номер 1 докладывает профессор Томас Дорн. Спустя годы подготовки мы наконец готовы перейти к фазе испытаний. Требуемая квота подопытных, согласно заявке номер 2125, была предоставлена. Это получается тех, кого возили на тайпах 9, получается, наверное. Хирургические улучшения запланированы для кандидатов с наибольшей вероятностью выжить при контакте с системами интерфейса торгоидов. Так. Это, судя по всему, у нас будет история касательно создания пилота, который может управлять торгоидскими кораблями. Ну да ладно. Во всем учреждении царят приподнятые настроения. Моя команда понимает, что мы стоим на пороге поистине замечательных событий. И пока конкуренты гоняются за слухами и анализируют представляющие некоторый интерес образцы, мы работаем над созданием первого торгоидского корабля, пилотируемого человеком. Так. Слушайте, а будут ли такие корабли вводиться? Ну да ладно. Конечно, наши исследования станут только первыми из множества подобных проектов. Эта враждебная раса терроризировала человечество сотни лет. Эти существа, такие чужие, такие фундаментально иные во всех аспектах, хотели установить над нами господство. И технологии, с которыми они пытались этого достичь, принесли масштабные разрушения. Но тут я соглашусь, да. Наша работа станет первым примером, когда человечество приспособит механизм торгоидов под собственные нужды. Со временем мы будем все больше ассимилировать технологии, пока не выжмем из них все. И тогда возглавим миссию, которая окончательно сотрет их с лица галактики.
Микоидный вирус лишь позволил нам выиграть время, а наша истинная победа станет безоговорной. Микоидный вирус — это та штука, из-за которой, собственно, торгоиды в открытую по полной программе не лезут на человечество. Ну, в лоре в этой вселенной. Второй журнал, ребят. Все то же самое. Получается, проект Серап. Запись журнала номер 6, докладывает профессор Томас Дорн. Сегодня моя команда завершила первые прямые испытания интеграции человека с кораблем торгоидов. Ё-моё, уже. Подопытный А1 поднялся на борт торгоидского судна 800 и запустил интерфейсные процедуры при поддержке наблюдающих доктора Пирса и доктора Хэмлина. Блин, если фронтиры введут это дело, это будет прям шикарно. Жизненные показатели А1 оставались стабильным в течение 43 секунд. Так, понятно. После чего по центральной нервной системе прошел мощный электрический разряд. Оба наблюдателя зафиксировали у подопытного сильные конвульсии, которые в итоге привели к смертельному исходу. Каких-то повреждений торгоидскому судну замечено не было. Следующие 5 испытаний увенчались схожим результатом. Это, несомненно, печально, но наши аналитики смогли определить место зарождения заряда. Подопытный А7, охренеть, уже 7 человек, то есть 6 человек они угробили. Продемонстрировал больше потенциала, как отмечают наблюдатели. За ним все те же Хэмлин и Пирс. Сигнальные порты А7 были модифицированы для подавления импульса. 45 секунд спустя после инициации произошел скачок электричества. Оставшийся в безопасных пределах А7 сообщил о некотором дискомфорте, но смог продолжить инициацию процедур корабля. Получается 45 секунд, там на 43. Ну да ладно. В этот момент судно издало низкий, полагаю, назвать это стоном. На его внешнем корпусе были отмечены краткие проблески активности. Оба наблюдателя зафиксировали вскрик А7 перед смертью, после чего судно вернуло в спящий режим. Доктор Пирс утверждает, что подопытный сказал: «Оно мне не дает», но доктор Хэмлин не сумел это подтвердить. Мы еще ждем данные телеметрии из теста А7, чтобы определить причину смерти. После этого следующие подопытные будут должным образом модифицированы. Кирдык. Следующий журнал. Третий. Проект Серов. Запись журнала номер 9, докладывает профессор Томас Дорн. Завершился 4-й день испытаний и дальнейшей модификации наших хирургических смычек. Господи, какой цинизм. Наконец-то начали приносить плоды. Моя команда изолировала системную мембрану в корабле торгоидов, которая выполняет функцию защитного механизма, схожего с программным Брандмауэром. Мы смогли вывести теоретический метод противодействия этой мембране, но одна из переменных не может быть определена без испытаний на живом объекте. Основной нейроимплант подобного D1, так, а что с остальными, которые ладно, был соответствующим образом откалиброван. К сожалению, тест на D1 окончился плохо, но мы смогли получить требуемую информацию. В тесте подопытного D2 использовались рекалиброванные смычки. Ее знакомство с торгоидским судном прошло гладко, и, как и в случае с А7, внешний корпус дал визуальный ответ. Наблюдавшие доктор Пирс и доктор Хэмлин отметили хороший отклик от Д2. Через 72 секунды после начала теста судно вновь отключило питание, и Д2 вышла. Не без посторонней помощи, но сама, что вызвало аплодисменты наземной команды. Сейчас Д2 находится в медотсеке, в основном... Да что ж такое, не видно нифига, в состоянии истощения, но без физических травм. Ее краткий доклад дает основание полагать, что с кораблем устанавливается связь, которую сложно принять эмоционально. Наши техники готовят лимбические усилители для будущих подопытных. Остаток сегодняшних тестов пройдет по запланированному ранее протоколу. Пока готовятся усилители, важно предоставить хирургам дополнительные данные для улучшения эффективности модификации последующих подопытных. Ладно. Следующий, уже 4-й проект Серап, запись журнала номер 14, докладывает профессор Томас Дорн. Мы добились значительного прогресса после начальной серии тестов, которые не принесли значимых результатов. Подопытный H8, охренеть, то есть A, B, C, D, E, F, G, H. 7-й, что ли? 7-я буква уже. Короче, успешно подключился к интерфейсу торгоидского корабля. Спустя 93 секунды с начала теста сдвинулось приблизительно на 16 метров со стыковочных опор и зависло в воздухе. Полет прошел стабильно и сопровождался негромким гулом. Я бы описал звук как умеренный, усмиренный. Словно нам наконец-то удалось обуздать судно. Я так понимаю, это не на перехватчике, естественно, все тестировалось, а на разведчике. Ладно. Ну, разведчик таргов. Приземление 28 секунд спустя было внезапно, но все повреждения оказались незначительными. H8 находится
без сознания, но в стабильном состоянии под просмотром команды медиков. Наблюдавший доктор Хемлин и доктор Тао обошлись без травм, хотя и испытали потрясение. Тест H9 пока отложен, а корабль торгоидов вернули в док. Местонахождение Д2 до сих пор неизвестно. Возможно, она сбежала на угнанном корабле. Единственный корабль, недавно улетевший от нас, принадлежит командиру Хайфорду, который занимался доставкой потенциальных подопытных. Капитан Стенсон считает, что командир тоже является соучастником, но я не уверен. Хайфорду не хватает твердости, чтобы пойти на предательство. И ему прекрасно известно о возможных последствиях. Как бы то ни было, оперативники Black Flight уже ее отслеживают. От себя хотелось бы отметить великолепную работу моей команды. Каждый день подводит нас все ближе к ассимиляции главного преимущества врага – их технологий. И пятый журнал. Проект Серов. Запись журнала номер 27. Доклад профессор Томас Дорн. Сегодня к интерфейсу корабля торгоидов пытались подключиться подопытные с V1 по V9. Ни один из этих тестов не дал измеримого отклика. Я решил временно приостановить тестовую фазу проекта, начиная с подключения и последующей смерти H8. Двое суток спустя судно торгоидов вошло в спящий режим, словно все его внутренние ресурсы были исчерпаны. Мы с тем же успехом могли подключать подопытные к камням. Для последующей работы нам потребуется новый торгоидский корабль. Я определил подходящую систему, с которой можно начать поиски. Оперативники Black Flight вскоре отправятся в авангарде нашего поискового отряда. Недавний доклад командира, столкнувшегося с судном торгоидов в Плеяды, там Дима и так далее, меня очень интригует. Надеюсь только, что это был не единичный случай или какая-то ошибка данных. Торгоиды, ведущие разведку в секторе космоса людей, значительно повысят наши шансы на получение их корабля. Конечно, скорее всего, график проекта будет нарушен. Боюсь, наш ограниченный успех даст нам в лучшем случае еще несколько лет. Ведьму не порадует отсутствие видимых результатов, несмотря на начальный прогресс. Кто такая ведьма? Тем не менее, стоит сохранять оптимизм. Наше понимание механизма торгоидского интерфейса значительно улучшилось. Многие модифицированные подопытные до сих пор находятся у нас на попечении. Доктор Тао пишет работу о хирургических процедурах, которые должны принести значительное улучшение в отдел медтехники Азимут. Проект Серов. Нужно лишь немного везения проекту. И я настолько горд, чтобы об этом не помолиться. Возможно, нам улыбнется, не видно. Сейчас я корабль двину. Возможно, боги нам улыбнутся. Отсвечивать там фонарик. Ладно, хорошо. Куда те пацаны полетели, интересно? Не туда, куда нас ведет сообщение с маяка. Ой, с маяка. Да, с маяка. Это я говорю про вот это вот дело. Еще один бикон. Маяк. В общем, нашел я его, как вы видите, Call 69 сектор JE-I К-10-4. Си. Как я и говорил, Си это К. Да, он тут имеется. И, ребята, берите ориентир от 8-й планеты. Вот в этом месте. И находится это вроде в 200 годах как раз-таки от того места, где мы были до этого. То есть вот Call 69 и так далее. И почему-то у меня не сохранилось. Короче, 230 лет, если не ошибаюсь. В этом же месте, короче. Полетели смотреть. Почему ФСС? Да потому что, когда я прилетел, тут было пусто. И пришлось реально пользоваться сканером систем. Потому что сканер-детектор вообще ничего не показал, что странно. В общем, да ладно. Летим. Кстати, сканируется точно так же. То есть просто выбираем в цель и все, и нам приходят сведения о сигналах с поста перехвата данные. Сообщение: повреждено, расшифровка 0. Так, 1 это равно, 2, 3, 4 это восклицательный знак, 6, 7, 8, 9. Не могу, то есть это у нас будет буква Г. Здесь долго ждать, тут опасно, Что? Аж будто в любой момент что-то появится. Наверное, это же. Я переложила на WRE Урегое.
в Регое, Д, значки, там не зачем появляться. Встретимся. Так, это R. Проложила. Я проложила там. Пожалуйста. Ой, извините, пожалуйста, чуть не мутикнулся. Прилетай быстрее. Я реально чуть не мутикнулся. Восклицательный знак. Это у нас получается 445 точка и 1-0. Конец сообщения. Блин, реально чуть не мутикнулся. Ну, извините, ребят. Извините, прошу прощения. В общем, сейчас будем думать, будем ковырять. Что это, да как это, какая это система и так далее. Я ненавижу это место. Везде, блин, чуть ли не в каждую систему необходимо, блин, что? Для доступа в эту зону требуется разрешение. Да идти его колотить налево-направо и за угол. Какого фига? Тут все просто в этом. Просто все, что здесь они скрывают. Я даже представить боюсь. Тут просто мрак. Мне что, флотоносец, что ли, гнать? Чтобы прыгнуть. Потому что, ну, вряд ли куда-то супер далеко. Тут нужно, думаю, в районе 200 лет. 300, 400 и так далее. Но, блин, дайте мне прыгнуть. О. Допустим. Но кажется, флотоносец надо будет привести. Ой, ребятки, я помучился, так сказать. Да, систему-то я нашел, но вот добраться до нее то еще занятие. Вот эта вот система, пожалуйста. В Regue DK-R B41. И маршрут не прокладывался, когда я был рядом вот с этим местом, где-то вот в этом районе. Пришлось возвращаться вот так вот, потом еще отлетать сюда, и только после этого маршрут был построен, потому что там есть системы, которым нужен допуск. И это, ребят, прям сильно. А вот касательно допуска, видимо, его, ну это так, мои догадки откроют в скором времени, ибо контент, связанный с... Когда те чуваки делали... Ну, так не делали, а улучшали людей, чтобы они могли пользоваться кораблями таргов, что-то да будет. Но, повторюсь, это лишь мои догадки. В общем, наконец-таки летим. Да, тут также имеется бикон. И находится он, получается, рядом с третьей планетой, второй планетой. Рядом со второй планетой, короче. Это у нас газовый гигант класса 1. В общем, ладно, летим на наш бикон. И смотрим, что там за инфа. Надеюсь, там уже будет что-то дельное, либо опять будем разгадывать загадки. Да. По идее, должно быть все точно так же, как и было в остальных моментах. Да он прям рядом с этим газовым гигантом. Смотрим. Сообщение повреждено, расшифровка. Да, ё-моё, вы что, опять серьезно? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Понятно, процентик. Это... Ой, тихо, не убейся, мой хороший Крайт, у тебя щиты 3D. Смотрим дальше. Ты должен был, восклицательный знак, значит, был ждать меня тут. Я пытаюсь, это S. То есть она у нас будет... Ну, как S, то есть как змейка. Должно... Что? Я пытаюсь... Что? Сложности. Да, сложности. Сложности проектом. Трудно вырваться. Да, пофиг на этот проект. Так, тут еще и F у нас. Сам сказал, что отвезешь меня домой. Прости, еще одна остановка, потом я тебя найду. Обещаю, это Б. Господи, как сложно. Дальше непонятные что-то там... понятно, синуэфы. Это у нас синуэфы, это 100%. Так, а что это за значок у нас? G... Где вопрос? Попробую. Синуэфы GB-0 C 9-8. Ну, получается так. Попробую, я устала, глаза закрыть. Сны, прилечу, обещаю. Так, это, наверное, получается от той, которая сбежала оттуда. Ладно, давайте искать систему. Синуэфы, понятно, и все остальное тоже понятно. Ну, по идее. Офигеть, я дешифровщик, пацаны. Ну чё, система есть, и построится ли маршрут, или придется опять крюки накручивать? Накручивать. 6 прыжков. Нормально, выдвигаемся.
Нашел я, короче, бекон в этой системе, я специально так говорю, мне кажется, это забавным. И находится он рядом с, получается, 10-й планетой, если я правильно понимаю. И прикол еще в том, друзья, то, что, да, я сканировал всю систему через ФСС, и потом просто-напросто они не брались в охват и полетел к 2 планетам, которые уже были более далеко, нежели остальные. И вот он. Ладненько, полетели смотреть, что там у нас. Опять, небось, какая загадка. Давайте смотреть, что у нас будет тут. Интересненько. Загадка, не загадка. Может, просто тупо координаты, куда нужно прилететь. Ну да ладно. И... Внимание. Отлично. Смотрим. Да ё-моё. Сообщение повреждено, расшифровка 0, 1, 2 у нас такая, 3, 4, 5, 6, шестерка у нас такая, 7, 8, 9. Ох ты ж ё-моё. Стенсон думает, что кто-то помог тебе сбежать. Я не могу. Дела... Так, у меня тут фонарик мешает. Дела в ничего подозрительного. Чё? Меня перевели на... Я так понимаю, это ХИП. На ХИП 22460. Не... Господи. Если там это Х... Не хотел. Ребят, ну извините, Вы понимаете то, что русский человек хочет сказать? О, Господи. Но меня не спрашивали. В это сообщение вставлен код пропуска. Ох, нифига, в систему. Возьми его, отдашь прессе, если властям... или властям. Делай, что хочешь. Ну да, это Х. Но сюда не прилетай. Беги, убегай как можно быстрее. Прости за все, что мы тебе сделали. 301.66. Ох, блин. Получается, это у нас ХИП. А что-то я не вижу этот значок. ХИП 22460. ХИП 22460. Так, ну это было просто. Летим в ХИП 22460. Да. Экстренное включение, ребята. Меня перехватывают торгоиды. На подлете, естественно, к искомой, так сказать, системе. Сколько? 4? Я первый раз вижу 4. Бывали 1, 3, но 4. И да, ваша Эми не работает на меня, поняли? Охренеть. Реально 4. Как это стрёмно, пацаны. Это я отключил? Ух. Кстати, почему работает Эми, я не знаю. И чё встали, ребят? Что делать будем? Что решать будем? Ну... Да уж. Ну, попердели отсюда. Ну все, они сваливают. Если бы у меня что-то было, то, что их интересует, мне было бы, ну, мягко говоря, хана. А тут что-то это... Аня тоже уходит. Да. Заряд бодрости. Заряд бодрости. В общем, я просканировал абсолютно всю систему. И здесь нету маяка. Здесь есть что-то с названием Overlook. Написана какая-то установка. Давайте-ка полетим туда. Как видите, все засканировано абсолютно полностью. Он находится между 2 планет. Интересно, что на этом сигнале? Ой, что-то я разогнался. Ну да ладно, один раз пролететь не зазорно. Ничего страшного. Хотя, может, получится? Не получится. Увидимся уже там. Ну-с, давайте.
Ух ты ж, обнаружена структура, ищите цели с помощью сканера канала данных. Я вижу научный корабль класса Санчес, так, и он оплеван таргами. И тут материал типа проводящие проводники, новейшие лекарства. Ну, даже не знаю, давайте-ка смотреть, что у нас тут, ребятки. Так, и мы еще, получается, что? А, мы очень близко к планете. Но сила тяжести на нас не действует. Так, сканер канала данных. О, могу сканировать, отлично. Цели опознаны. Так, что там? Произведите сканирование с помощью сканера канала данных. Ё-моё, а чё так много-то? Что это? Автоматическая оборонительная. Так, пробоина в корпусе. Так, мне кажется, лучше через контакты, наверное. Устройство для связи. Возможен взлом. Передатчик данных. Возможен взлом. И конденсатор. Пробоина в корпусе. Подключение к корабельному журналу. Ну-кась. А где это вообще? А, вижу. Но это получается с той стороны. Да, это с той стороны. Но ничего страшного, облетим. Давайте-ка узнаем, что здесь произошло. Интересно, сколько здесь будет журналов? Так, там 200 метров он работает или как? Да. Так, узел данных. Внимание оперативникам Black Flight. А, как раз те самые, которые полетели. Во множественных системах были отмечены войска торгоидов. Военное присутствие сверхдержав в секторе Плеяда, скорее всего, усилится. Широкое освещение в прессе неизбежно. Дальнейшие усилия по подавлению информации не оправданы. Отдан приказ о немедленном отходе. Лидерам эскадрильи убедиться, что весь персонал проекта «Серв» был эвакуирован из ХИП-22460. По окончании эвакуации всем оперативникам вернуться на порты приписки для доклада и перевода на другой объект. Ну что, давайте поразвлекаемся с устройствами для связи. Их тут получается две. 0 и 1. Сканирование завершено. Вторичные цели опознаны. Выберите. Так, а это что, все? А, нет, смотри. Нет, это то же самое, что и было. Сейчас я просканирую оставшиеся, секундочку. Не, ребят, нифига, все просканировал, новые журналы не появились, грустненько. И ничего больше тут такого интересного у нас нету, к чему можно подключиться и провести сканирование сканером канала данных. Эх. Ну, кстати, к слову, вот тот самый HIP-26176, и, ну, который, короче, не тот, который я показывал в начале видео. Сюда, ну, как бы мы попасть не можем, потому что требуется неизвестный пропуск. А это к этому делу не относится, сразу вам говорю, чтобы потом не было там в комментариях типа «А вот надо было полететь сюда». Нет, не надо. Ну что ж, друзья, из-за этого видоса, точнее из-за его съемок, снимал его довольно долго, не было-то и стримов, надеюсь, не сильно расстроитесь, потому что, ну как бы, интересная история на самом деле. Торгоиды, исследования, модификация людей под торгоидские корабли. Интересно, что у нас будет дальше касательно кораблей. Будет ли возможность иметь корабли, связанные с таргами? Ну, там, знаете, как из серии. У нас же есть технологии стражей, почему бы не заиметь технологии таргов? Ну, это так, мысли вслух. А у меня на этом все, друзья. Всем спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмахайте колокольчик. В описании под видео будет ссылочка на плейлист со всеми видео касательно Light Dangerous. И там у нас получается больше 460 видосов уже. Говорю это для того, чтобы вы понимали, сколько всего отснято, сколько работы проведено. И поверьте, еще много чего предстоит сделать. Такой момент. Я структурировал, ну, наверное, 1/5 всех отснятых видосов. Что это означает? 21 плейлист в описании. Обзоры кораблей, топы кораблей, вооружение, материалы, стражи, данные, ручное вооружение, ручные комбезы, инженеры, интересные места, тарги, ну и так далее. Много чего интересного, поверьте. Но все же, общая инфа находится в одном большом плейлисте.
Будут еще и ссылочки на социальные сети, такие как Instagram, группа ВК, Discord сервер и Telegram-канал, где публикуется информация о выходящих видео непосредственно в день их релиза, друзья. Также в Телеграме и Дискорде имеются чаты, чтобы вы могли общаться друг с другом на различные темы, касательно различных игр, искать друзей, чтобы поиграть хоть в КС-ку, хоть в дотку, неважно. Я вас не осуждаю, сам играю в разные игры как по сеттингу, так и по жанру, вы это дело уже, наверное, заметили. Много игр — это хорошо, я просто задрот. И еще, моя эскадрилья получила минорную фракцию. Что это означает? У нас есть своя система, свои станции, космопорты и так далее, и мы расширяемся. И если хотите в этом деле поучаствовать, то welcome. Вам в ссылочку Дискорда. Там вся подробная инфа. И да, людей было больше, стало меньше. Сейчас, так сказать, убираем тех, кого не было на протяжении 2 месяцев в игре без предупреждения и так далее. И, пожалуйста, пишите, какие игры вы хотите видеть на канале, какие обзоры, какие гайды, какие стримы. Спасибо. А на этом давайте прощаться. С вами был Кисель, всем до встречи и пока-пока.